Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить вкуснейшую овощную закуску, которая покорит вас. Закуска называется «Маринованные зеленые помидоры». Друзья, еще хотела поблагодарить вас за ваши приятные комментарии, отзывы. Мы все читаем. Спасибо вам большое. Нам очень приятно. За ваши подписки, лайки. А те, кто не подписались, обязательно подпишитесь. Впереди нас ждет много душевных, домашних видео, рецептов, которые проверены годами. Это наши семейные рецепты. Для наших маринованных зеленых помидоров нам понадобится, конечно же, зеленые помидоры. Тут встречаются еще бурые, но это еще лучше, это еще красивее будет наше блюдо. Болгарский перец, острый перец, чеснок, зелень, любая зелень, которую вы любите, соль, сахар и уксус. Сегодня мы будем использовать яблочный уксус, а также можно использовать любой уксус, который вы любите. И, конечно же, подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для начала нам надо подготовить наши помидоры. Средние помидоры мы режем на 4 части. И обязательно я снимаю вот эту плодоножку. Вот так вот. Почистили. И режем на 4 части. А если у нас большая помидорка, значит мы каждую половинку, вот, например, вот такая, каждую половинку мы режем на 3 части. Вот так. Сейчас мы порежем все помидоры, потом приступим к болгарскому перцу. Анинокнума, ты мне помогаешь, да, моя помощница? Порезанные помидоры перекладываем в миску. Вот так мы порезали помидоры наши. Далее нам надо будет порезать болгарский перец. У нас получается здесь 3 килограмма помидоров. Значит, на каждый килограмм помидоров нам надо 1 болгарский перец. Мы будем использовать 3 болгарских перца. Так, очищаем. Удаляем семена. Вот эти все части белые. Каждую часть мы режем пополам и вот такими вот соломками тонкими порежем. А примахтикас, молодец, ты мне помогла, да? Мишси. А они скоро собираются на гимнастику идти, да, они? И отправляем сразу в нашу миску. Вот такая у нас красота получается. Далее нам надо будет использовать острый перец. На такое количество помидоров я буду использовать 1 перец. А так вы можете регулировать сами остроту вашей закуски. Так как у меня перцы не очень сильно острые, и у нас будут дети кушать, я поэтому буду использовать 1 перец. Можно 2-3 перца. Мы режем вместе с семенами вот на такие кольца. Тоненько. Чтобы этот перец отдавал весь свой аромат. А, не, то есть имицер тоже. Это острое, не надо трогать. Лав. Все, мы отправляем к нашим закускам. Мицертуш. К нашим помидорам. Далее нам надо будет порезать на такие
мелкие квадратики, кубики, чеснок. Чеснок тоже по вкусу. Я взяла 3 головки чеснока, но головки у нас средние, не крупные. Так режем. Можно, конечно же, измельчать еще мельче. Но мне нравится, вот когда чеснок чувствуется прямо в закуске. Вот так мы измельчили чеснок и добавляем к нашим помидорам. Вот так вот. Мы будем перемешивать эти помидоры. Я уже смотрю, что миски маловато. Сейчас я переложу в другую миску. Вот так высыпем сюда. Тут, я думаю, будет нам удобно все перемешать. Вот так. А сейчас нам надо будет порезать зелень. Зелень мы будем использовать укроп, петрушку. Зелень можно на свое усмотрение, что вы любите больше всего, то и можно использовать. Петрушку, кинзу. И мне нравится очень вкус сельдерея, поэтому я буду использовать листья сельдерея. Уже хорошо заранее замочила, всю зелень тщательно помыли, это обязательно. Режем мы крупными кусочками, не мелко. Вот так, видите? Чтобы в нашей закуске мы могли чувствовать эту зелень. И для красоты тоже. Вот так. Мы добавляем сюда. Вот так у нас получилось, смотрите. Теперь нам надо будет сюда добавить соль. И обязательно соль надо брать каменную, не йодированную. Вот так хорошо распределяем соль. Поверх соли нам надо использовать сахар. Угу. А сейчас наливаем 150 миллилитров уксуса яблочного. А если будете использовать 9% уксус, значит надо брать 100 миллилитров. Вот так. Наливаем. Угу. И тщательно будем перемешивать. Вот так вот. Можно руками, можно ложкой. Кому как удобно. Нам надо перемешать все ингредиенты, чтобы соль и сахар хорошо растворились. Вот так перемешали. И посмотрите, сколько сока уже у нас выделилось от помидоров, от перцев. Вот видите? Вот столько сока. Мы тщательно перемешали и выравниваем поверхность. Ставим тарелку. И сверху что-нибудь тяжелое. И оставляем при комнатной температуре где-то минимум на 3 часа. Для того, чтобы наши овощи хорошо промариновались.
К нашей овощной закуске идеально подойдет жареная картошка. Поэтому я заранее почистила картошку. Сейчас мы порежем. Сначала мы режем на 2 части, а потом каждую часть режем на 3 части. И получается у нас вот такие вот дольки. И отправляем почищенную, порезанную картошку в холодную, очищенную воду. Вот так. Порезали мы вот так картошку. Вот так. Сейчас мы переложим на бумажное полотенце. Немножко обсушим от воды. Вот так. И отправимся жарить. Сковородку хорошо нагрели. А сейчас мы добавляем сюда топленое масло. Также, конечно, можно жарить и на подсолнечном, на любом масле. А еще вкуснее подсолнечное масло и со сливочным маслом смесь. Масло хорошо растает. Картошку хорошо обсушили. И отправляем на сковородку. И пока не схватится корочка, мы мешать не будем. Вот так вот у нас жарится картошечка наша. Вот так мы пожарили картошку. И буквально за 2 минуты до выключения газа я присаливаю. Вот так. И чуть-чуть для пикантности добавим черного перца. И все. Через 2 минутки выключаем газ. Вот видите, сколько сока образовалось. Мы сейчас переложим в банку для дальнейшего хранения. Вот такие помидоры у нас получились. Вот первая банка наполнена. Сейчас мы наполняем вторую банку. Эти помидоры обязательно нужно отправить в холодильник. И чем дольше они стоят, тем вкуснее становится. Хранить можно их в течение месяца. А если вы захотите на зиму такие помидоры законсервировать, нужно просто наполненные банки простерилизовать в течение 15 минут. И все. И ароматные маринованные помидоры всю зиму кушать. Сначала мы наполняем, видите, помидорами банки, а потом поверх польем нашим ароматным маринадом. И когда помидоры разноцветные, так еще красивее получается. Каждый сорт помидора даст свой особый аромат. Вот столько помидоров у нас получилось. Одна 2-литровая банка, вторая литровая. И я оставила в блюдечке у нас для того, чтобы уже кушать. Такие помидоры настолько простые, но удивительно вкусные получаются. Они должны быть хрустящие,
Вот сейчас Арсенчик пробовать будет. Можно подавать как с хлебом, так с любым другим гарниром. Сегодня мы решили подавать жареной картошкой. Ну как тебе, Арсенчик? Хамо? Очень вкусно. И, как я уже говорила, с каждым днем все вкуснее и вкуснее становится. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь, ведь впереди нас ждет много домашних, вкусных, проверенных рецептов. И картошка хрустящая получилась. Да, Арсенчик?